ты так или иначе сталкиваешься с миграционными вопросами в Словакии. До сих пор помню, что первый клиент был итальянец. Первый раз мне получилось снять депорт. Адвокат — это человек, который в своем городе вступил в какую-то, адвокатскую палату, платит какой-то взнос. Адвокатов в Словакии где-то около 7 тысяч. В случае, когда вы воспользовались услугой зонтик спокойствия, у вас нет варианта, что ваше письмо потеряется. И не говори, что мы тебе посоветовали это. Нам это поможет, тебе это поможет, твоему клиенту поможет. Ничего, что мы это говорим. Да. Приветствую, друзья! С нами наш дорогой адвокат Геворг, компания Lavia. И сегодня мы поговорим о том, почему мы работаем с адвокатом, почему это важно, в чем здесь смысл, какая разница между адвокатом и юристом, и в чем отличие нашего восприятия адвоката в Словакии и в тех странах, откуда мы приехали. Почему мы работаем с адвокатом, Геворг? Потому что это лучшая услуга. В чем? Только адвокат может представлять интересы клиента легально и за оплату. Это очень важно. В чем разница? Каждый, у кого есть юридическое образование, он юрист. Но это не означает, что имеет право продавать свои услуги, получать деньги за это, потому что он не регистрирован в конторе адвокатской. Адвокатская контора — это лицензия, которая тебе позволяет предлагать свои юридические услуги и брать за это деньги, потому что есть на тебя надзор. Словенская адвокатская комора — это контора словацких адвокатов. Она имеет свои правила. Закон о адвокатах, не о юристах. Это закон о адвокатах, который дает тебе права и обязанности. Весь, можно сказать, контракт с клиентом, он по закону, и также у тебя надзорный орган. То есть, если я сделал какую-то ошибку, ты можешь претендовать на адвокатскую контору, чтобы они меня как будто оштрафовали. Или мне отобрали лицензию. Также у меня есть страховка на 1,5 миллиона евро за ошибки, которые я могу поступить против тебя как клиенту. А юрист — это человек, у которого есть высшее образование юридическое, но у него нет специализации, у него нет лицензии для этого, у него нет практика у адвоката для того, чтобы потом получить лицензию. Для того, чтобы стать адвокатом, ты должен 3 года быть конципиентом. То есть это такая функция, что ты, можно сказать, юристом у адвоката, ты ничего другого не имеешь права делать, только одна работа — это у этого адвоката. После 3 лет ты сдаешь экзамены, они очень сложные экзамены, и только тогда ты можешь войти как будто в группу адвокатов и представлять интересы клиента. Это очень важный момент, потому что, например, мы привыкли, что адвокат — это человек, который в своем городе вступил в какую-то, адвокатскую палату, то есть их много, платит какой-то взнос, то есть какая-то такая организация, и он имеет корочку адвоката, он имеет право ходить в суд, то есть у него есть какие-то требования, но есть юристы, есть юридически большие компании, да, есть адвокаты, и вот это все очень перемешано. И вот понимание, то есть у наших зрителей, я думаю, что нет понимания, что в Словакии оказание юридических услуг имеет право проводить только лицензированный адвокат. То есть адвокат регистрирован в конторе адвоката в этой палате, которую ты сказал. Нет другой альтернативы. Реально можно сказать, что адвокатов в Словакии где-то около 7 тысяч. Нотариусов где-то около 450. То есть все, у которых есть лицензия адвокат, они имеют право продавать услуги, юридические услуги. Никто другой не имеет права. Более того, оказание юридических услуг без лицензии уголовно наказуемо. Да, уголовное дело это. Так же, как если бы был ты врачом, но не врач. Или нотариусом, не нотариус. Или аудитором, не аудитор. То есть все это лицензированная деятельность. И также, что важно, если, например, я не как адвокат, как юрист, имею право заступать только одного клиента в одном деле. Ты бы мог сказать, у меня почти есть юридическое образование, я возьмусь одним делом. Суд не будет иметь никаких претензий к тебе. Но 2-е, 3-е, 4-е дело, 2-й, 3-й, 4-й клиент уже проблема. Тоже суд скажет, ты уже покутник, так называется на словацком, ты делаешь работу, на которой надо лицензию. То есть юрист, который тебе помогает, если он только в твоем деле, только ты единственный его клиент, нет других клиентов, можно сказать, да, он тебе помог. Он как знакомый. Гражданский юрист, дело. можно так сказать. Но адвокат имеет право без ограничения взять сколько-либо угодно полномочий,
заступать неограниченное количество клиентов и неограниченное количество юридических дел, это говорим гражданское, коммерческое, уголовное, административное. В чем фишка, что даже если у тебя юридическое образование и ты имеешь там специализацию, можем сказать, какой-то частной палате по гражданскому, коммерческому, административному, по уголовному только адвокат имеет право заступать. То есть адвокат только может пойти в суд, даже его помощник в некоторых уголовных статьях не имеет права заступать клиента, потому что у адвоката есть ответственность. И там достаточно высокие штрафы, достаточно высокая страховка и также угроза, что тебе возьмут лицензию. И ты никогда не сможешь вернуться к этой работе. Егор, сколько лет ты являешься адвокатом? Ну, я реально, если не считаем высшее образование, ну, я начал в университете в 2006 году, это уже 20 лет. Потом закончил университет, потом PhD себе сделал. По времени того, как делал PhD, я уже работал как помощник адвоката. У меня там стаж 5 лет. Достаточно было 3, но у меня стаж 5. А потом с 2017 года я стал уже адвокатом. Тоже можно сказать, в следующем году это будет 10 лет. Да, 10. Когда я уже самостоятельным адвокатом. То есть у меня есть своя контора, называется Инфора Ирумян, адвокатская контора. Я регистрирован под этой конторой. У меня есть страховка на 1,5 миллиона евро. И все полномочия, которые я принимаю, все дела, она идет под названием моей компании. То есть Инфора Ирумян. Это не под меня. И что важно, в адвокатской конторе собственник, директор, прокурист может быть только адвокат. То есть нет альтернативы, что, например, в моей компании, ООО компании, какая-то доля или надзорный орган, или конотдел, или директор, совет директоров, прокурист бы был кто-то другой, чем адвокат. Там запрет на это. То есть исключительно адвокатская деятельность, исключительно только адвокаты могут быть в роли там, принимающих. знаешь, какая ситуация? Что, например, если я закрою адвокатскую контору, я не могу никому по наследству это отдать. Только какому-то другому адвокату. Если, например, моя дочь не скажет, что хочет стать адвокатом, то контора в одном моменте может перейти. Да. То есть там очень строго вот это. Нет альтернатив других. Даже я, когда принимаю дело, никакой из моих сотрудников за меня не может подписаться. Все подписи должны быть адвоката, потому что все сотрудники несут ответственность только по трудовому кодексу. Но я ношу ответственность по закону адвокатскому. То есть у них там ограничение 4 раза их зарплата, а у меня ограничение 1,5 миллиона. Ну, то есть, как у нотариуса много бумаг может заверить помощник нотариуса, то здесь так не работает. Ну, загран бумаги нет. Он загран бумаги. Ну да. То есть там, где нужно постелить, там только нотариус. Здесь реально мои сотрудники, они подписывают моим электронным подписям. То есть все подачи, которые идут, только все подачи, которые есть, они только через мою подпись. Да, они могут заступить меня на основании поручения, которое тоже я должен подписать. То есть реально адвокат действует через компанию, но он выступает как физлицо всегда в этом. Более-менее разобрались. Сколько лет ты так или иначе сталкиваешься с миграционными вопросами в Словакии? Ну, можно сказать, с первого момента, когда попал в Словакию, но реально именно юридически. Юридическим клиентам помогаем где-то там от 2011 года. 15 лет? Ну, да. Это хороший опыт. Мой первый клиент был итальянец. Ну, там это европейское гражданство и так далее, но я до сих пор помню, что первый клиент был итальянец. Потом, да, были армяне, там, русскоговорящие клиенты и так далее. Даже, вы знаете, что скажу? Я первый раз мне получилось снять депорт из 2 армян в 2014 году. Они даже в Армении не понимали, как это смогли сделать. Ну, там Цудзинская полиция в Жилине сделала ошибку. Я нашел эту ошибку. На основании этого оспорил решение о депортации и запрет на 1 год. И они до сих пор у них ВНЖ. Один уже получил ПМЖ Словакии. То есть реально там опыт достаточно много есть. Просто вопрос в том, что депортация — это уже, можно сказать, высший уровень юруслуг, потому что там можно это оспорить и в судебном процессе. А в административном деле тебя может заступить только адвокат в судебном процессе. Ты, может, скажем, ты бы смог гражданское дело сам подать, но административное дело нет. Можешь.
Да. Также в Верховный суд ты не можешь подать доволание, то есть, скажем, апелляцию на Верховный суд только если адвокат это сделает. И также конституционную жалобу может подать только адвокат, потому что там суд и государство хочет, чтобы подача была грамотная. Максимально профессионально. Да. То есть, можно сказать, на первой уровне там, первого органа и второстепенного органа ты еще можешь сам до себя подавать, но уже апелляционный орган или Верховный суд или Конституционный суд там просто не примут твою подачу, если там не адвокат. После нашего видео о нашей услуге «Зонтик спокойствия», которая, благодаря вам, друзья, набирает какое-то очень приятное для нас количество просмотров, вот на сегодня 6 дней с момента публикации уже больше 8 тысяч просмотров. Вот, нам это очень приятно. Пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии. YouTube это любит, и благодаря вам мы станем более известными, и наши услуги станут более доступными для вас. И среди этих вопросов, например, чем вот человек может сам написать на гляднуте до спису, да, какая у него ситуация. Чем отличается, если человек напишет, и если вот напишет адвокат в рамках вот этой услуги «Зонтик спокойствия»? Клиент может сам написать, в этом нет проблем. Просто полиция любит общаться с адвокатом. В чем? Потому что ему не надо объяснять, что тебе нужно сделать. Он просто берет трубку, звонит адвокату, говорит: «Добрый день, в таком деле я звоню. Вы реально хотите дату для того, чтобы пришли посмотреть дело, или вам достаточно, чтобы я вам сказал информацию, которую там надо дополнить?» Мы говорим: не надо нам ездить к вам, если вы сможете сказать какую-то информацию, которая нам нужна. Ну, полицейский тебе скажет информацию. И что хорошего, что он у себя запишет в системе, что я звонил адвокату. Потому что, посмотри, он тебе звонит, не знает, кому звонит, не знает, на какой номер звонит. Нет у него шанса сконтролировать, ты не ты, какой-то помогатор, не помогатор. Может сказать: да, это я. А так, когда звонит адвокату, мой номер в конторе, мой номер публичный есть в интернете, он задавает вопрос: ты адвокат? Я говорю: да, такой номер у меня адвокатский. Окей, я тогда могу с тобой общаться, потому что, GDPR и все остальные вещи. То есть он знает, кому звонит, знает, кого номер это. И если будет какая-то проблема, он позвонит или напишет письмо в словацкую адвокатскую контору, что адвокат себе вел не так, какое-то нарушение сделал, информацию получил вот такую. И что еще главное? Если, например, в деле какая-то тайная, то только адвокат может посмотреть. Даже своему клиенту не может сказать, но может посмотреть и сказать клиенту, имеет смысл подавать апелляцию или не имеет смысла подавать апелляцию. Просто охрана на стороне адвоката там в законе и в Конституции более на выше уровне, чем у физлица. Также, когда мы говорим, что в случае, когда вы воспользовались услугой «Зонтик спокойствия», у вас нет варианта, что ваше письмо потеряется. И наши некоторые зрители, они как бы, удивляются, как же так? Вот, то есть, видимо, не очевидно, что письмо приходит, не к тебе лично, да, а на адрес адвокатской канцелярии, и весь смысл работы адвокатской канцелярии, чтобы ни одно письмо, исходящее или входящее, не терялось, иначе, это просто, Посмотри, за мою практику ни один раз не получилось, чтобы мы кое-что не получили. Потому что если, например, даже случится ситуация, что нам какое-то письмо почтальон не отдаст, сделает ошибку, нам все равно кто-то позвонит. Из суда или из полиции: мы вам отправили, вы не получили. Что там случилось? Потому что они знают, что у конторы есть всегда адрес. Он регистрирован и в словацкой адвокатской конторе, и в торговом регистре, и он должен работать реально. То есть если я не получил какое-то письмо, то возникает у полицейского сомнение. Почему? И они звонят. Даже они мне могут все послать в электронном формате, в slovensko.sk. То есть там нет шанса не получить просто письмо, и нет шанса, чтобы мы в письменном формате письмо не получили, потому что почтальон, он знает, что мы адвокатская контора, и знает, где находимся, знает желтый листочек, куда надо бросать, обыкновенно не бросает, потому что у нас офис работает же от понедельника до пятницы. Он носит прямо конверт, и мы подписываемся на конверт. То есть все знают, что мы это получили, в который день, и это подтверждение о том, что мы конверт получили, возвращается обратно в какой-то госорган. Я за 15 лет ни один раз не пропала никакая почта. То есть тут как будто бы, возможно, было неочевидно для наших зрителей, что в моменте, когда человек покупает услугу «Зонтик спокойствия», не просто конкретный человек с лицензией, а адвокатская канцелярия со всей своей инфраструктурой выступает представителем этого человека перед полицией. Самое главное, что
это не попадает в лавью, а попадает в инфору. То есть там даже и гарантия, которая есть со стороны моей конторы, она к клиенту и к лаве, потому что и лавя клиент, и клиент физлицо клиентом. То есть всегда есть ответственное лицо, это всегда инфора Айрумян, адвокатская контора. Просто я реально ответственное лицо, и мои сотрудники, потому что они все имеют право принять почту. Даже в законе по адвокатах указано, что адвокат имеет право взять своих помощников, и на них идет и адвокатская тайна. То есть со всеми, которыми я работаю, сотрудничаю, на всех идет, принесаю обязанность по адвокатской тайне. То есть это в законе указано. Никто не может задавать никакие вопросы моим сотрудникам. Ну, как будто мы все вопросы осветили. Можно в завершение еще сделать акцент на том, что когда полицейский получит наградной до списка от адвокатской канцелярии, и когда он звонит, как правильно, адвокату, то в моменте он достаточно доверительно общается с адвокатом, потому что он понимает, что это внутренний разговор, который... Я тебе пример скажу. Полицейский мне звонит и в субботу-воскресенье. Он знает, что если позвонит адвокату, адвокат возьмет телефон, трубку возьмет просто. Ему что нравится? Он, как будто его контакт на стороне клиента одно лицо, а не 100 лиц. То есть он всегда знает, звоню вот этому адвокату, этот адвокат все знает, он найдет клиента, не надо писать письмо. Клиент, он как будто переносит свою работу на адвоката. И он мне звонит, ты можешь... И он уверен, что адвокат эту работу сделает. Ну, конечно, потому что у меня обязанность просто клиента информировать это. Он реально себе помогает, перекидывает свою обязанность на меня. И он этим воспользуется просто. Ну да, и опять же, когда полицейский, который ведет дело, знает, что на той стороне с ним контактирует адвокат, он более ответственно подходит к срокам, к решению, Даже вот у нас был недавно случай, когда мы составили нашему клиенту в рамках этой услуги апелляцию и, собственно, позвонили, сказали, что давайте так, мы не будем ничего запускать, вы это отзываете, мы это отзываем. Да. И, то есть, появляется вариативность. Реально надзорный орган не будет звонить клиентам. Она не имеет даже права как будто звонить клиентам. Ну, они могут себе позволить позвонить адвокату, потому что у адвоката адвокатская тайна, то, что мы поговорим между собой, да, останется между нами, и он скажет, ты скажи своему клиенту, посоветуй ему, как это должен сделать, и не говори, что мы вот тебе посоветовали так. Нам это поможет, тебе это поможет, твоему клиенту поможет. Но это остается мимо записи. Ничего, что мы это говорим. Да, нет, это факт, это факт есть. Ну, эти все записи, они не идут в дело. Это как будто я пришел в надзорный орган, поговорил с чиновником, и мы договорились каким-то образом. Ну, юридически договорились. Ну, договорились не в том смысле, которым могут понять нас зрители, а договорились в рамках... Закона. Какими параграфами будем работать? Под какими параграфами, как пойдет дальше решение. Да. Там реально это, можно сказать, ищем юридический способ, как решить вопрос в пользу клиента и в пользу надзорного органа. В каждой конкретной ситуации, чтобы... Надзорный орган не хочет, чтобы ты подавал жалобу против него. Он тоже, человек же делает ошибки, каждый делает ошибки. Но ошибки можно исправить. Хорошо, спасибо, друзья. Спасибо вам, Георг. Ставьте лайки, пишите комментарии, нам это будет очень приятно, а мы будем для вас выпускать новые выпуски, где будем рассматривать все, что связано с жизнью иностранцев в Словакии. Спасибо. Спасибо.